Уф. Э, Можно я... Нет, наверное, я должен, да, представиться. А можно попробовать, пожалуйста? Хорошо. Меня зовут Ваня, я аспирант Центра трансдисциплинарных гендерных исследований в Берлине. И я не буду больше ничего про себя говорить, я буду просто читать доклад, и это будет работать, мне кажется, больше как самопредставление, чем какие-то общие слова. И я хочу начать с того, что хочу сказать спасибо присутствующим здесь Маше и Ксюше и Кате, потому что более-менее все, что я буду говорить, на самом деле, в смысле, моя точка зрения на вообще, как я себе представляю в итоге сейчас отношения между Россией и Западом, или российскими и западными феминизмами, это на самом деле я обязан вам. И от вас научился так на это смотреть. Я исследую феминистские движения в России. И мой подход к этой теме и в целом, и вот к вопросу, о котором будет презентация, основывается на одной простой мысли. Хотя я... Еще громче. Окей. Я не знаю, как это... Я попробую. Я исхожу из того, что хотя исследовать и критиковать тех, кто облечены властью и их господствующие дискурсы, очень важно, нужно, интересно, но этого недостаточно. Господствующие дискурсы о феминизме в России говорят, например, что Россия очень патриархальная и консервативная страна, и вообще феминизма в России нет. И, конечно, очень важно это анализировать и смотреть, кто, как и зачем конструирует Россию как патриархальную и консервативную. Но у такого подхода есть побочный эффект. В результате кажется, что этот тренд очень мощный и безальтернативный, и что кроме него просто ничего нет. Когда мы сосредотачиваем наше внимание на господствующих дискурсах, мы невольно придаем им больший вес. Поэтому, на мой взгляд, очень важно не ограничиваться анализом тех, кто облечен властью и того, что они говорят, но еще смотреть, что есть кроме них. И поэтому я хочу в своем докладе посмотреть на отношения между российскими и западными феминизмами с точки зрения российских феминисток. И речь пойдет о том, что вообще российские феминистки думают о западных, думают ли они о них что-то вообще, в каком качестве западные теории, повестки, стратегии им интересны, и представляют ли они себе какой-то диалог. И я скажу еще сейчас сначала пару слов о том, что я вообще делаю. Я изучаю современные феминистские движения в России, и меня интересуют самые фундаментальные вещи об этих движениях, как их вообще чем они вообще живут, что там происходит, как их понимать, как о них думать. Вот. И материал моего исследования — это интервью, индивидуальные, групповые. Я брал их у феминисток в 4 российских городах и старался приглашать максимально разных людей по классу, образовательному статусу, расе, национальности, гендерным и сексуальным идентичностям, возрасту и всяким разным другим признакам. Но еще и я старался приглашать разных людей по их позициям внутри феминистских сообществ. То есть я старался по возможности в первую очередь разговаривать с рядовыми феминистками, а не звездами и всяческими лидерками. Вот. Интервью были, это важно понимать для того, что я буду говорить дальше, интервью были полуструктурированные, то есть я старался, чтобы это был как можно больше похоже на естественный разговор. Я старался меньше задавать вопросов, и просто люди рассказывали о том, что им самим интересно и важно. Ну и в результате я собрал много, с моей точки зрения, невероятно важных и интересных данных, но вот по теме Запада или стран первого мира, или богатых стран, как говорят некоторые участницы моего исследования, вот по этой теме у меня как раз мало данных.
Поэтому я просто в этом докладе приведу несколько ярких иллюстраций, которые, на мой взгляд, хорошо показывают, с одной стороны, какой есть разброс точек зрения на Запад, вот. Но с другой стороны, как мне кажется, у них есть и что-то общее. Вот. И первый пример, который я приведу, отражает позицию, которая в названии моего доклада условно обозначена выражением «мировые стандарты». Это цитата из интервью с Катериной. Она основательница феминистской группы, которая проводит публичные лекции на феминистские темы и закрытые встречи. Вот. И она объясняла, почему она не определяет эту деятельность словом «политика» или «политическая деятельность». И она сказала так: «Мы не политическая группа, мы просто учимся жить по мировым стандартам, скажем так. Хотя в нашем городе это никому особо не надо». Вот. И на мой взгляд, в этом высказывании содержится сразу много всего. То есть, с одной стороны, она ассоциирует свою группу с неким сообществом за пределами России и противопоставляет местному сообществу, вот нашему городу, которому это чуждо, и указывает на иерархию между этими сообществами и на свою позицию внутри этой иерархии, позицию ученическую. Вот. Но, с другой стороны, это все можно совершенно по-другому прочитать, как указание на враждебную окружающую политическую культурную среду, в которой особое значение приобретает знание о том, что в мире дела обстоят иначе. Вот. И дальше я вам сразу покажу еще одну цитату. Я спросил Катерину: как ты считаешь... Ой, тут у меня немножко поехал, ну ладно, я вам прочитаю. Я спросила: как ты считаешь, куда феминизм должен развиваться дальше? И она отвечает: ой, блин, в России нам еще расти и расти, это вообще... Я про Россию даже думать не могу, если честно, у меня сразу такой депрессняк накатывает. Я просто со всеми этими законами, со всеми этими фанатиками, которые пропагандируют, что у тебя энергия какая-то в матку затекает через юбку, ну не знаю. Мне кажется, в России мы вообще сейчас даже до второй волны феминизма не дошли. Вот мои личные ощущения. Нам, как США, нам еще очень большой путь предстоит пройти к Европе. Я уж не говорю про какую-нибудь Норвегию или Швецию. Это ж вообще, господи. Вот, и как я это вижу, я спросил Катерину о направлениях развития феминистских движений, и она говорит здесь в первую очередь о чувствах безысходности и загнанности в угол. И она ссылается на всякие репрессивные законы и радикально консервативные идеологии, ну вот это вот насчет матки и юбки. Вот, и таким образом, то есть что она делает? Она обозначает то вот политическое и культурное пространство, в котором она находится. Это пространство, в котором государство выступает заодно с крайне консервативными силами, призывающими к отмене любой эмансипации. Вот. А дальше Катерина прибегает к дискурсу, который, я думаю, нам всем хорошо знаком, вот, который иногда называют дискурс отставания. Вот, он подразумевает, что феминизм как таковой, он принадлежит Западу, он находится в западной монополии, вот, а направление развития, о котором я, собственно, спрашивал, получается, возможно, только одно. Российский феминизм должен повторить тот путь, который уже прошел Запад. Вот, и здесь еще такой... То, что вот в феминистских кругах очень распространено, это вот такое применение этого дискурса отставания именно к феминизму, и тут задействуется вот этот широко известный нарратив про 3 волны феминизма. Вот, и дальше, значит, нужно Россию где-то поместить вот на этой истории 3 волн, которая, вот, как бы фантазия некоторая такая. Вот, и, значит, дебаты вот уже мы прошли 2 волну, или еще нет, или уже пора переходить к 3, или еще рано, и вот это все. Вот, и мне кажется, что зачем вообще использовать этот дискурс отставания? Мне кажется, что он здесь делает очень важную вещь. Вот эта вообще отсылка к Западу, она дает такое зримое подтверждение того, что вот эта безысходность все-таки не абсолютна. И это становится очевиднее еще по мере того, как Катерина продолжает свой ответ. Она говорит так: я думаю, что, не знаю, чего бы я хотела.
Я бы хотела еще больше популяризации феминизма, имеется в виду. Пусть это будет поп-феминизм, как Тейлор Свифт или Бейонсе, но пусть будет какой-то параллельный путь, где, на который ты можешь перескочить и ехать на нем, чтобы все это как-то развивалось. Я вот здесь специально оставил, не стал удалять вот эти паузы и вот эти потому что мне кажется, это важно, потому что это показывает, что человек размышляет по ходу того, как говорит, и формулирует свои мысли. То есть это не какие-то готовые формулы, да, это вот рассуждения в процессе речи. Вот, как мне кажется, видно из этого отрывка, Катерина хочет видеть в обществе заметную альтернативу, такой видимый противовес той консервативной безысходности, о которой она говорила до этого. Вот, и эти западные примеры, вот здесь она говорит там про поп-феминизм, там и Бейонсе, и Тейлор Свифт, эти западные примеры она использует как готовые иллюстрации, которые при этом, они воплощают скорее приемлемый вариант феминизма, чем какой-то идеальный. И получается, что, я тебе дальше расскажу, что получается. Да, и на самом деле и примерно похожим образом Катерина рассуждает о значении той феминистской группы, которую она организовала в своем городе. То есть помимо радости от общения с единомышленницами, от нахождения круга своих, эта группа важна еще и тем, что она наглядно показывает другим женщинам возможность другого общения, свободного от мизогинии, построенного на взаимном уважении. И хотя на первый взгляд может показаться, что в своих суждениях Катерина полностью ориентирована на Запад, на самом деле это совсем не так. В центре ее внимания как раз находится ее локальная феминистская группа и там шире положение дел в ее городе. А знание о феминистских достижениях на Западе, на которые она, надо отметить, смотрит не без критичности, она использует как средство, которое помогает ей что-то менять внутри своего сообщества. Вот. И другая позиция, которая в названии доклада обозначена словами «внутренняя колониальность», и тут я, может быть, сразу сделаю ремарку для переводчиков, под внутренней имеется в виду интернализированная колониальность, но сейчас об этом будет дальше. Вот. Это позиция, которая в явной форме критикует западную культурную гегемонию. Вот. И это будет цитата из интервью с Татьяной, которая говорит так. «Пожалуй, я бы хотела дополнить по поводу, так сказать, внутренней колониальности, как я это называю. То есть, скажем так, у россиянок в массе своей есть такое ощущение второсортности по сравнению со странами первого мира, особенно США. И это проявляется у всех по-разному. Многие в махровый национализм ударяются. Вот. Среди феминисток это в основном не так. То есть, в основном такое ощущение, что здесь, знаешь, у нас отстой весь такой, что у нас плохой менталитет, что никогда ничего не будет лучше. Вот так вот, что вот там где-то, там да, все так здорово, а у нас здесь все плохо, потому что мы такие плохие. Вот, и на мой взгляд, это очень похоже на отношение женщин в целом по отношению к мужчинам. Что мужчины такие великие, они все изобрели, написали и так далее, а мы способны только рожать и быть сексуальными объектами. И, собственно говоря, вот эта вот внутренняя колониальность, она, на мой взгляд, мешает очень феминистскому движению. Мешает как-то относиться, воспринимать друг друга как важных людей, скажем так, проявлять внимание друг к другу, как-то интересоваться подруга подругой. Вот, и мне лично безумно важно, что вообще Татьяна это сказала все, и меня безумно, честно говоря, впечатляет это высказывание, хотя я не согласен с самим термином «внутренняя колониальность», потому что, по моему мнению, отношения между Западом и Россией нельзя назвать колониальными, но, тем не менее, мне кажется очень важным, что Татьяна здесь очень четко указывает на то, что это иерархические отношения. И она резко критикует вот тот самый дискурс отставания, вот эту тенденцию сравнивать себя со странами первого мира, вот, и связывает ее с чувством собственной второсортности и никчемности. И подчеркивает отношения власти между странами первого мира и Россией. Вот. Но особенно, мне кажется, здесь важным то, что
Татьяна анализирует, как вот процесс, как россиянки интернализируют свое подчиненное положение. И она проводит параллель с интернализацией там, сексизма или мизогинии. Вот. И дальше она формулирует, чем это плохо, и каковы последствия этого явления, и как оно вредит феминистским движениям. Оно мешает ценить друг дружку. Вот. И немного позже, в ходе своего монолога, Татьяна еще возвращается к этой теме и намечает то, как она видит, как с этим можно бороться. Вот. Она говорит так. В общем, такая системная проблема есть. Такое вот ощущение собственной никчемности. Как-то хотелось бы с этим работать путем, соответственно, популяризации того, что происходит у нас. Про акции я уже говорила, ну там текстов, которые написаны у нас, которые написаны неизвестными феминистками. Вот в частности поэтому я люблю читать личные истории и комментарии, а не матчасть. Но матчасть, если кто не знает, это феминистский и не только сленг, ну то есть это совокупность текстов, с которыми все согласны. Такая основа основ. Вот. Ну, по-английски это называется the manual. Вот. И там раньше, в другом месте в интервью, Татьяна рассказывала о том, какие феминистские ресурсы она читает, и как раз объясняла, что она выбирает не те, вот, где публикуется матчасть, вот, а в этой части она объясняет, что это не просто какие-то личные предпочтения, почему она такой выбор делает, а это ее политическая стратегия, ее способ бороться с элитизмом в феминистских движениях и с, собственно, культурной гегемонией Запада. Вот. И получается, что в этой ориентированности на тех, кто рядом, и на то, что происходит здесь и сейчас, Татьяна, как ни парадоксально, близка к Катерине. И они обе сосредоточены на своем сообществе, на там, своем городе и своей среде. Но вот при этом, как я уже говорил, развернутые высказывания о Западе в моих интервью встречаются очень редко. Вот. И сам по себе этот факт, на мой взгляд, очень показателен. И, конечно, его, это объясняется тем, кого именно я приглашал. Вот. То есть это люди, которые, мне хочется назвать низовыми активистками, хотя многие из них себя не называют активистками. Это люди, которые организуют локальные группы и проекты, и в подавляющем большинстве не только без финансирования, но и без малейшей надежды на финансирование. Вот. Или просто встречаются с другими феминистками, или просто переписываются с ними онлайн. И факт в том, что Запад и отношения с ним находятся для них совершенно не на переднем плане, и просто не входят в круг тех тем, которые их постоянно занимают. Хотя им, конечно, любопытно узнать, например, как устроены феминистские движения в других странах, и многие в конце интервью меня спрашивали про феминизм в Германии, но все-таки в целом эта тема для них совершенно второстепенна. Зато они могут долго и увлеченно говорить о жизни и сложностях внутри своих коллективов и между коллективами, о том, нужно ли российским феминисткам объединяться в централизованное движение, вот, или о том, как противостоять патриархальному давлению в повседневной жизни. И вообще, когда говорят о феминизме и феминистках в России, часто подразумевают, что возвращаясь к началу, что феминизм в России может иметь только западное происхождение, вот, что феминизм как таковой находится в западной монополии, и причем это допущение, оно как бы присутствует как в высказываниях, например, российских антифеминистов и антифеминисток, которые вот клеймят феминизм как что-то чуждое и оторванное от российской действительности. Вот. Но и при этом то же самое допущение встречается и в, например, высказываниях там художниц или гендерных исследовательниц, которые претендуют на то, чтобы представлять российский феминизм и объявляют себя носительницами западных взглядов. Вот. Но мне кажется, что из моих данных очевидно, что эта идея, что феминизм — это всегда что-то западное, она очень далека от реальности на самом деле. Потому что внутри феминистских сообществ людей гораздо больше волнует именно то, что происходит здесь и сейчас. И именно из повседневной жизни, из того, что происходит в повседневной жизни, вырастают их феминистские взгляды и убежденность в необходимости перемен и желание эти перемены осуществлять.
И хотя западные знания и стратегии, безусловно, на людей влияют, но люди рассматривают эти знания критически, а используют выборочно. Спасибо.